Доброе утро, мои дорогие! У кого утро? Добрый день, мои дорогие, у кого день? Добрый вечер, мои дорогие, у которых вечер. Я очень рада, что мы снова с вами встречаемся. Мне так и хочется сказать на нашем новом YouTube-канале, но он уже не новый, и вас становится все больше и больше. Я счастлива, рада и жду, что ваше количество будет еще увеличиваться. Я так и жду каждую пятницу в 7 часов вечера. Включаю и смотрю, сколько человек посмотрели наш канал. Вы меня радуете. Я вам очень-очень за это благодарна. Мне хочется опять повторить, что меня знают, что я пишу стихи и что я прилично готовлю. И сегодня я буду демонстрировать и то, и другое. Конечно, начну со стихов. У меня недавно был концерт. Я, читая стихи один за другим, обратилась к залу и сказала женщинам, спросила женщин, а как вы называете своих мужчин? Надеюсь, что прозвучит кисонька, солнышко. Ну, они, знаете, что сказали? Нахал, подлец. Ну, я и написал такое стихотворение, но оно не всерьез. Я на тебя держу обиду и не могу никак уснуть. Ну что ты ходишь с умным видом? Давай решай-ка что-нибудь. Вокруг насмешливые взгляды и разговоры там и тут. Давно уж замуж девки надо, а расхватали не берут. Ты скажи, наконец, ну когда под венец? Надоели твои заморочки? Хмурит брови отец. Что он тянет, подлец? Может, в девках застрянешь ты, дочка? Давно не девка, я папаша. Я неформальная жена. Мне как-то ночью стало страшно, и я с тех пор не сплю одна. Не знает он, мой искуситель, мой легкомысленный герой, что хочет грозный мой родитель нас видеть мужем и женой. С подружкой я совет держала. Она сказала мне, смеясь, да он не женится, пожалуй. Уж слишком быстро ты сдалась. Нахмурит брови папка строгий. Ну, девка, Господи, прости. А я считаю дни в тревоге, чтобы подоление принести. Ну, прочитала, сама не знаю зачем прочитала. Мы же готовим не для каких, не для обманщиков, не для лжецов, не для подлецов. Мы готовим для хороших, добрых людей. И будем сегодня готовить очень простое блюдо. Макароны по-флотски. Ну, конечно, немножко придумаем что-нибудь такое новенькое. Понимаете, у нас сейчас мода прошла на обычные блюда. Все как-то звучит по-итальянски. Спагетти, паста, фетучини. Как пенны? Пенне регато. Ну, короче, я люблю слово макароны. Кстати, макароны любили во все времена. И матросы на корабле очень любили макароны. И им их готовили. И однажды в 1915 году на линкоре «Гангутс» даже был бунт. Матросы восстали, потому что им приготовили не макароны, а какую-то ячневую кашу. Но у нас бунта не будет, мы готовим макароны. Первым делом, конечно, я поставлю их варить, а потом мы займемся тем, что сделает их вкусными. Я посолю немножко воду и положу макароны. Они же быстро варятся. Любые. Можно такие, можно длинненькие, можно бантики, можно какие-то закорючки. Опа! Сами знаете, насколько вы человек рассчитываете, сколько вы сегодня гостей ждете, или сами сегодня все съедите, у вас аппетит разыгрался. Вот так. Я всегда, когда положу, обязательно помешаю. Так мне говорили, что это правильно. Можно немножко масла подсолнечного налить, потому что вроде, чтобы они между собой не слипались. Но раз можно, так нальем. Мы же все делаем как надо. У меня тут уже стоит сковородка, немножко подсолнечного. И я обязательно кладу сливочное масло. Мы же СОЖ – счастливый образ жизни. От сливочного масла так становится вкусно. Но это кто боится лишних килограммов, достаточно и подсолнечного масла. Вот, а я положу вот так вот сливочного масла. А теперь я приготовлю вот то, что нужно жарить. Лук. Помните, вот с таким хвостиком, чтобы удобно было держать? Вот так я его за хвостик держу, порежу его мелко. Луку чем больше, тем лучше, тем вкуснее будут макароны. И не зажарьте его так, чтобы он был потемнел, а просто, чтобы он был вкусный, жареный, румяный. Сейчас мы положим сюда лук. Давайте так договоримся. Если вы готовите себе, ну, там или на свою семью, просто пожарьте макароны и вареное мясо, и все. А если вы ждете гостей, то их-то надо удивить. И в этом случае вы в этот соус добавляете грибы, шампиньоны, можно вешенки. Я вот последний раз с вешенками делала, было очень вкусно. Я достаю вареное мясо. Оно уже подготовлено.
у меня говядина. Вот не знаю, как у вас. У меня дома, например, достать вареное мясо – это приготовиться к пытке. Потому что моя собака замечательная, пудель, она чувствует запах на таком расстоянии. И вот сколько я буду его резать, только она будет стоять и просить: а попробуйте, откажите, когда вы ее так любите. Она у меня уже старенькая, ей уже 15 лет. Я вообще ничего не отказываю, все, что она просит. Ну, а потом последствия. Да его, может, так мелко не резать. Я сейчас буду мясорубку проверну, поэтому так мелко резать не обязательно. Зарычал. И сейчас у нас дело пойдет быстро. Вот раньше, помните, какие у нас мясорубки были? Сначала мы клали какую-то картонку, на нее газетку. Потом вот так прикручивали снизу мясорубку, а чтобы потуже в это такое колечко от мясорубки вставляли нож и вот так ножом. И все равно оно так крутилось, и было очень трудно. А сейчас, видите, какое время? Вообще никакого труда, никакой заботы. Раз и готово. Раз и готово. А теперь я вот что вам хочу сказать. Чтобы было вот у нас нарядно, вкусно и необычно, положим-ка мы сюда немножко грибов, шампиньонов. Я думаю, во-первых, их можно пожарить на отдельной сковородке. Ну какой смысл? Потом еще одну сковородку придется мыть, вытирать. Мы сейчас их прям вместе с луком. Это же нормально, грибы с луком. Кто хочет много, кто хочет немножко. Тут же нет такой вот прям четко так, как я. Сейчас я вот это все подготовлю. И у нас еще будет с вами время поговорить о любви, почитать о любви, стихи. Потому что лук жарится. Мы же не можем так стоять и смотреть, как лук жарится. Может быть, хорошая хозяйка, какая-нибудь хорошая другая хозяйка будет стоять и говорить только про лук. Я нет, я про любовь. Знаете, я все время рассматриваю зал, в котором я работаю, я смотрю, кто приходит ко мне на концерт, но я думаю, эти же мои любимые женщины и смотрят наш канал. Поэтому я все думаю о них, что им интересно. И пишу стихи. И рассмотрела я-то очень много женщин, таких повзрослей. Ну, как сказать, не юных совсем, а повзрослей. И я такое стихотворение начала придумывать. Почти уже допридумала. Все на юных девицах помешано. Хороши, тут сомнений нет. Но мне нравятся взрослые женщины со следами от прожитых лет. Они все еще выглядят молодо. Возраст прячется в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин. Допишу, и в следующей программе буду вам читать продолжение. Также тоже интересно, у нас с вами будет кулинарные стихи, стихийная кулинария, блюда и стихи с продолжением. А потом мы будем читать рассказы с продолжением, каким детективным сюжетом. Короче, все будем делать для того, чтобы нам друг от друга было невозможно оторваться. Сейчас я закончу тереть сыр, добавлю мясо, уже готовый лук с грибами. Все это вместе мы положим в макароны. И останется потерпеть, чтобы не начать это все есть. Мясо с макаронами, с луком поженится. Я все-таки вспомню совет моей бабушки и немножко положу водички от макарон. Я думаю, макаронного бульона просто... И можно немножко даже мясного положить сюда. Даже лучше будет вот так. Вот сюда, видите, вот от мяса бульон есть, чтобы они были более сочными. Вы когда будете готовить, вы посмотрите. Может быть, у вас будет более жирный кусочек мяса. И будет, вот мне на вид кажется суховатое оно. А вот так уже лучше. Все, с макаронами вообще будет классно. Кстати, можете брать любое мясо, какое хотите. Можно курицу, можно индейку. Но мне кажется, что самое вкусное, это все-таки говядина. Говядина подходит больше всего. Ну, кто что любит. Все, положили макароны. Теперь мы сюда кладем мясо, которое мы уже подготовили с луком и с грибами. Уже такой запах. Мне кажется, даже у вас уже на кухне запахло. Правда, это вкусно. Видите, как вкусно получилось и красиво. Теперь мы кладем это на тарелочку. Все становится лучше и лучше. Кладем на тарелку. Не знаю, рука сама хочет положить побольше. Почему-то. Ну, а почему... Блюдо вкусное, а почему рука кладет побольше, вы же сами можете видеть, посмотрев на меня. Вот уж где у меня все хорошо. Так, посыпали сыром. Теперь, посмотрите, мы сейчас давайте-ка делаем красоту. Я ведь не художник, я просто так, вот знаю, красненькое, зелененькое. А может, кто-то знает, какой-то есть человек, который дизайнер, фуд-стилист. Вот я вспоминал, как это называется.
Фуд-стилист, дорогой, подскажите мне, пожалуйста, правильно я сделала, что положила немножко красненького и сейчас немножко зелененького? Или в данном случае не надо было это делать? Фуд-стилисты, пожалуйста, внимание! Смотрите, что у нас получилось. Вот если бы матросам на Гангутце давали вот это каждый день, годами, веками, никто бы никогда не взбунтовался, потому что это очень-очень вкусно. Ну, а теперь вы знаете, что мы делаем, заканчивая любое приготовление блюда. Мы говорим о счастье. А счастье, как я уже когда-то сказала и повторяю это, когда есть чем кормить, кого кормить. Вот сегодня у меня такой счастливый день. Я готовлю, а кто-то это все съест. Я вам желаю, чтобы каждый день у вас был таким, чтобы вы охотно открывали холодильник, доставали, и у вас был он полон продуктами, чтобы у вас была возможность их покупать, и чтобы вы ждали, когда повернется ключ в замке, или прозвенит звонок в дверь, и придут гости или родные, и вместе с вами сядут, и это все съедят. Я вам этого желаю от всего сердца. И теперь, как обычно, подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите в профиле указания на TikTok, в котором тоже теперь есть наша программа. Ставьте лайки, колокольчики. И знаете, что от каждого лайка, от каждого колокольчика мое сердце учащенно бьется, я ощущаю радость и счастье. Вот такое блюдо, прям хочется сказать, под такую закуску. Конечно, что остается? Немножко выпить. Вы не осуждайте, что я почти в каждой программе предлагаю вам немножко выпить. И это же не пьянство, это для аппетита. А еще, скажу вам еще зачем. Хитрость такая. Женщины-то на концерты ходят, женщины-то это смотрят. А если мы в конце немножко выпиваем, за радость, за счастье, за здоровье, и мужчины прибьются к нашей аудитории. Будьте счастливы, здоровы и на счастье, как всегда, левую руку.